So this evening, we're going to chant one bhajan. Вечером мы собираемся петь один баджан. It is Srila Prabhupada's prayer, written September 18th, 1965 on board the ship the Jaladuta. Это молитва, которую написал Шрила Прабхупада 18 сентября 1965 года, когда он плыл на корабле Джаладута. So we're going to read the translation of this prayer, and then we will chant. Мы собираемся сначала прочитать перевод этой молитвы, и затем мы будем петь. Everybody should listen very attentively to the translation of this prayer. Все должны слушать внимательно перевод этой молитвы. We should try to capture Srila Prabhupada's mood. Мы должны попытаться, потому что когда человек слышит эту молитву, он может понять удивительное настроение и сострадание Шрилы Прабхупады. And we should be able to realize that we're all present here today participating in this festival because of this prayer of Srila Prabhupada. И мы должны быть способны понять, что все мы присутствуем здесь сегодня на фестивале только лишь благодаря тому состраданию, которое можно услышать в этой молитве Шрилы Прабхупады. So we will read the translation, and then we'll chant it, and then everyone will speak a little bit. Итак, мы сейчас прочитаем перевод, вы послушайте, и затем мы будем петь эту молитву. Why would you bring me to this terrible place? Иначе зачем же ты привел меня сюда, в это ужасное место? Most of the population here is covered by the material modes of ignorance and passion. Большинство людей здесь покрыто гунами страсти и невежества. Absorbed in material life, they think themselves very happy and satisfied. Погрязшие в материальной жизни, они считают себя очень счастливыми и удовлетворенными. And therefore they have no taste for the transcendental message of Vasudeva. И поэтому у них нет никакого вкуса к трансцендентному посланию Васудевы. I do not know how they will be able to understand it. Я не знаю, как они будут способны понять его. But I know your causeless mercy can make everything possible. Но я знаю, что твоя беспричинная милость может сделать возможным все. Because you are the most expert mystic. Потому что ты самый опытный мистик. How will they understand the mellows of devotional service? Как же они смогут понять вкус преданного служения? Oh Lord, I am simply praying for your mercy. О Господь, я просто молюсь о Твоей милости. So that I will be able to convince them about your message. С тем, чтобы я был способен убедить их в Твоем послании. All living entities have become under the control of the illusory energy by your will. Все живые существа приходят под управлением иллюзорной энергии по Твоей воле. And therefore, if you like, поэтому, если ты так хочешь, by your will they can also be released from the clutches of illusion. По Твоей же воле они могут освободиться от тисков иллюзий. I wish that you may deliver them. Я желаю, чтобы Ты, возможно, освободил их. Therefore, if you so desire their deliverance, then only will they be able to understand your message. Поэтому, если Ты таким образом пожелаешь их освобождения, только тогда они смогут быть способными понять Твое послание. The words of the Srimad Bhagavatam are your incarnation. Слова Шримад Бхагаватам — это Твое воплощение. And if a sober person repeatedly receives them with submissive oral reception, и если мудрый человек постоянно принимает их с покорностью, then he will be able to understand your message. Тогда такой человек сможет быть способным понять это послание. He will become liberated from the influence of the modes of ignorance. Он освободится от влияния гон невежества and passion. И страсти. And thus all inauspicious things accumulated in the core of the heart will disappear. И таким образом все неблагоприятные вещи в самых сокровенных уголках сердца исчезнут. How will I make them understand this message of Krishna consciousness? Как же я буду способен
заставить их понять это послание сознания Кришны. I am very unfortunate, unqualified, and the most fallen. Я самый неудачливый, неквалифицированный и самый падший. And therefore I am seeking your benediction Поэтому я ищу Твоего благословения, so that I can convince them, с тем, чтобы я был способен убедить их. for I am powerless to do so on my own. Потому что я совершенно беспомощен сделать это по своей силе. Somehow or other, O Lord, you have brought me here to speak about you. Так или иначе, Господь, Ты привел меня, чтобы я говорил о Тебе. Now, my Lord, it is up to you to make me a success or failure as you like. Сейчас, о Господь, в Твоих руках сделать эту попытку удачной или неудачной. O spiritual master of all the worlds, О Духовный Учитель всех миров, I can simply repeat your message. я могу всего лишь повторять Твое послание. So if you like, you can make my power of speaking suitable for their understanding. Итак, если Ты того пожелаешь, Ты можешь сделать мою речь понятной для них. Only by your causeless mercy will my words become pure. Только лишь по Твоей беспричинной милости мои слова станут чистыми. I am sure Я уверен, that when this transcendental message penetrates their hearts, что когда это трансцендентное послание проникнет в их сердца, they will certainly feel engladdened они, несомненно, будут чувствовать себя счастливыми. and thus become liberated from all unhappy conditions of life. И таким образом освободятся от всех ужасных условий, несчастливых условий этой жизни. Oh Lord, I am just like a puppet in your hands. О Господь, я всего лишь игрушка в Твоих руках. So if you have brought me here to dance, then make me dance, oh Lord. Make me dance as you like. Поэтому, Господь, заставь меня танцевать, заставь меня танцевать, как Ты того пожелаешь. I have no devotion, У меня нет преданности, nor do I have any knowledge, у меня нет также никакого знания, but I have strong faith in the holy name of Krishna. твердая вера в святое имя Кришны. Преданности, и также у меня нет никакого знания, но у меня есть твердая вера в святое имя Кришны. I have been designated as Bhaktivedanta, Меня назвали Бхактивидантом, and now, if you like, you can fulfill the real purport of Bhaktivedanta. и сейчас, если ты того pожелаешь, ты можешь в действительности исполнить смысл этого имени Бхактивиданта. Signed, the most unfortunate, insignificant beggar. Подписано самый неудачный, незначительный попрошайка. A.C. Bhaktivedanta Swami. Бхактивиданта с вами. On board the ship Jaladuta, Commonwealth Pier, Boston, Massachusetts, USA. На борту корабля Джаладута, Commonwealth, Бостон, Массачусетс. Dated 18th of September 1965. Датировано 18 сентября 1965 года.
The pure devotee of the Lord, whose heart is completely freed from all material desires. Сердце чистого преданного полностью свободно от материальных желаний. He has the capacity to control the Supreme Lord. И он обладает способностью управлять Верховным Господом. And just as the Lord describes in the 9th canto of the Srimad Bhagavatam, Как Господь описывает в 9-й песне Шримад Бхагаватам, He describes to Durvasa Muni, он описывает Дурваси Муни. He says that I am completely under the control of my devotees. Он говорит ему, что я полностью нахожусь под управлением моих чистых преданных. I am not at all independent. Я совершенно не обладаю никакой независимостью. And because my devotees are freed from all material desires, И поскольку мои чистые преданные совершенно свободны от каких-либо материальных желаний, I sit only within the core of their hearts. я нахожусь только лишь в их сердцах. What to speak of my devotees, even those who are devotees of my devotees are very dear to me. Что уж говорить о моих преданных, даже преданные моих преданных очень дороги мне. The Lord describes to Durvasa Muni how he becomes controlled by his pure devotee. Господь описывает, говорит Дурваси Муни о том, как им управляют его чистые преданные. Because the pure devotee has no material desires within his heart. Поскольку у чистого преданного нет материальных желаний в его сердце, He's captured the attention of the Lord, он таким образом привлекает внимание Господа. as described by Vishwanath Chakravarti Thakur in his commentary on his verse. И как описывает Вишванат Чакраварти Такур в своем комментарии на этот стих, He very nicely describes this conversation between the Lord and Durvasa Muni. он очень замечательно описывает этот разговор между Господом и Дурвасой Муни. And he says that if Durvasa Muni were to say to the Lord, Он говорит, что если бы Дурваса Муни сказал Господу, how is it that you are not independent, you're the Supreme Lord? как это так, что ты не обладаешь независимостью, ты Верховный Господь? The Lord says, but it is my nature to be dependent upon the devotee. Однако Господь отвечает ему, что такова моя природа, быть всегда зависимым от воли моих преданных. And if Durvasa Muni were to say to the Lord, but look at me and I'm suffering, certainly when you see a suffering person, then you must feel compassion for him. И тогда Дурваса Муни мог задать ему вопрос, но посмотри, я страдаю, и естественным образом твой долг, видя страждущего человека, помочь ему. And the Lord says, actually, I cannot think of your suffering. И тогда Господь ему отвечает, в действительности, я даже и не могу думать о твоих страданиях. Because my devotee has stolen my mind, therefore I cannot even think of your suffering. Потому что мои преданные просто украли мой ум, поэтому мне нечем думать о твоих страданиях. Everything I have belongs to my devotee. Все, что у меня есть, принадлежит моим преданным. He has my heart, he has my mind. Он владеет моим сердцем, он владеет моим умом. And I do not even belong to myself. Поэтому я даже сам не принадлежу себе. And my devotee, he takes my heart within his heart and serves me very nicely within his heart. И мой преданный берет мое сердце, забирает его в свое сердце и там служит ему. And if I were to go to my devotee and ask him, И если я отправлюсь к своему преданному и спрошу его, please, you are serving me so nicely, let me give you something. пожалуйста, ты служишь мне так замечательно, позволь мне дать что-либо тебе. But my devotee always says to me, I do not want anything from you. Мой преданный при этом всегда отвечает, я ничего не хочу от тебя. I am fully satisfied simply to be engaged in rendering service to you. Я полностью удовлетворен просто тем, что я служу тебе. Therefore, I feel so indebted to that devotee. Поэтому я всегда в таком долгу перед таким преданным. Therefore, I must give him the most valuable thing I have in my possession. Поэтому я должен дать ему самую замечательную, самую ценную вещь, которой я обладаю. He doesn't want anything from me. Он ничего не желает от меня. But still, because I am so indebted to him, I must give him that which is most valuable. Но поскольку я в таком долгу перед ним, я должен дать ему самое ценное, что у меня есть. And therefore, I give him my heart. И поэтому я даю ему мое сердце. Therefore,
I cannot think of your suffering. Поэтому я не могу думать о твоих страданиях. If you want to see my compassion, Если ты желаешь увидеть мое сострадание, then all of my mercy there you will find in the heart of my devotee. тогда всю мою милость ты сможешь обнаружить в сердце моего преданного. I don't have it on my possession anymore. It's been taken away. Я более не обладаю этой милостью, потому что ее забрали. If one wants to attain the mercy of the Lord, Если человек желает обрести милость Господа, then it is bhakta anugraha, which means it follows behind the devotee. тогда это означает бхакта ануграха. Эта милость следует за преданным. So here we see that how Srila Prabhupada's mercy and compassion was manifest in these prayers. Итак, мы видим, как милость и сострадание Шрила Прабхупады проявлены в этих молитвах. Prabhupada captured Lord Krishna within his heart by his complete dependence upon him. Шрила Прабхупада полностью очаровал и завладел сердцем Господа благодаря своей преданности. Feeling himself to be so unqualified and insignificant, Чувствуя себя настолько неквалифицированным и незначительным, he was praying to Krishna that only you can deliver them, I cannot deliver them. он молился Кришне, что только лишь ты можешь освободить их, я не способен на это. If you desire their deliverance, then certainly they will be delivered. Если ты желаешь их освобождения, тогда, несомненно, они будут освобождены. Therefore, what did Srila Prabhupada say in his prayer? Поэтому, что же? And therefore, we see there are so many devotees who are gathered here, taking part, hearing the transcendental message of Vasudeva. Поэтому мы можем видеть сейчас такое огромное количество преданных, собравшихся здесь, вместе слушающих и поющих. We are all have been given that opportunity by Srila Prabhupada's compassion and mercy and kindness and purity. Все это было дано нам благодаря милости, доброте, чистоте Шрилы Прабхупады. And we have present here so many other Vaishnavas who by their own example showed, by their own example, they're showing how they've taken advantage of that mercy that has been given to us by Srila Prabhupada. И это большая удача, что мы находимся в обществе таких удивительных преданных, которые своим примером показывают, как они воспользовались этой милостью Шрилы Прабхупады. Prabhupada's purity and compassion has touched so many hearts throughout this world. Чистота и сострадание Шрилы Srimate Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Haskatya Desikarne. I first found out about Srila Prabhupada in 1966. Впервые я встретил Шрилу Прабхупаду в 1966 году. This was in New York City, in Manhattan. I read the Village Voice about Prabhupada starting a center at 26 Second Avenue. Это было... That Srila Prabhupada had read it in the Village Voice. Я прочитал в газете голос, деревенский голос. About Srila Prabhupada starting a center. О том, что Шрила Прабхупада организовал центр at 26 Second Avenue. В доме 26 на второй линии. Later on, in the beginning of 1968, some of my friends were living at 26 Second Avenue. И затем в начале 1968 года мой друг жил на второй линии. And in the beginning of the year, I was speaking to them. И в начале этого года я как раз говорил с ним. And they told me they get up very early in the morning. И эти мои друзья говорили мне, что они встают очень рано утром. At that time, it was around 5 o'clock in the morning. В то время это было около 5 утра. And they put up their hands. И они поднимают руки And they вверх. start to dance. И они начинают танцевать. So I thought they had become moon worshippers. I thought they had become worshippers of the moon. И они сказали, что таким образом они становятся поклонниками Луны. Fortunately, later on, one of my friends, they had opened a center
in 1968, around the corner from the university I was attending. Fortunately, in 1968, К счастью, в 1968 году they opened a center они открыли центр around the corner from the university that I was attending. За углом университета, в котором я учился. And then I heard about Swamiji. И я тогда услышал о Свамиджи. Only later, even after I was initiated, I got the opportunity to meet Srila Prabhupada. Позже, когда я получил посвящение, я получил также возможность встретиться со Шрилой Прабхупадой. And by Srila Prabhupada's association, and by Krishna's mercy, И благодаря общению со Шрилой Прабхупадой и благодаря милости Кришны, I had no doubt that Krishna was the Supreme Personality of Godhead, у меня не было никаких сомнений в том, что Кришна является Верховной Личностью Бога, and that Srila Prabhupada was Krishna's representative. и что Шрила Прабхупада является представителем Кришны. And by Krishna's mercy, I got to have Srila Prabhupada's association many, many times. И по милости Кришны мне довелось общаться со Шрилой Прабхупадой много-много раз. But recently I've been watching the interviews between Srila Prabhupada's disciples about Srila Prabhupada. Но недавно я смотрел интервью учеников Шрилы Прабхупады о нем, рассказывающих о нем. And I was amazed of how Srila Prabhupada was like a jewel with many different facets to it. И я заметил, как Шрила Прабхупада That Srila Prabhupada was like a very brilliant jewel with many, many different facets. Шрила Прабхупада был подобен огромному бриллианту с разными гранями. And there was only, Prabhupada was completely fixed in a certain purpose. И каждая грань несла за собой определенную цель. To somehow or another fan the spark of love within everyone's heart. Так или иначе, раздуть эту искру любви в сердце живых существ. And direct it towards Krishna. И побудить их бежать по направлению к Кришне. That Srila Prabhupada was a perfect instrument for Krishna. Шрила Прабхупада был совершенным инструментом, который действовал для Кришны. Sometimes the devotees, they go on book distribution. Иногда преданные не ходили распространять книги. And they, by Krishna's mercy, by their sincerity, suddenly, they're able to distribute many, many books to people. И благодаря их искренности, и благодаря милости Кришны, они смогли распространить много книг различным людям. And the more one is distributing books, the more one feels how Krishna is acting through one. И чем больше удавалось преданным распространить книг, тем больше он чувствовал, как Кришна действовал через него. That one has become an instrument, that the actual doer is Krishna. И он чувствовал, что он просто инструмент, а действует по-настоящему Кришна. So Srila Prabhupada, 24 hours a day, he was such an instrument for Krishna. И Шрила Прабхупада в течение 24 часов в день он был таким инструментом для Кришны. Whatever he said, wherever he looked, whatever he did, whatever he ate, was simply to distribute love for Krishna. И что бы он ни говорил, как бы он ни глядел, как бы он ни действовал, все это было лишь направлено на то, чтобы распространить любовь к Кришне. One time I was in Boston in 1969. Однажды я был в Бостоне в 1969 году. And they had just gotten a temple there. I guess it was that was the Beacon Street Temple? They had just gotten the Beacon Street Temple. Glendale. The one that had 2 stories, the big huge, that was Beacon. В то время там был храм. I had come from Buffalo with some of the other devotees. Я приехал из Баффало с некоторыми преданными. And suddenly there was a picture of Lord Chaitanya there dancing with the Panchatattva. И там была картина Господа Чайтаньи, который танцевал с Панчататтвой. And it was hanging by the stairs. И она висела возле ступенек.
And suddenly it appeared that the Panchatattva was glowing. И неожиданно вдруг показалось, что Панчататтва излучает сияние. So I knew something definitely was happening. И подумали, что без сомнения, что что-то должно произойти. And then Srila Prabhupada walked up the steps. И когда Шрила Прабхупада поднимался по ступенькам, And the whole temple turned into Vaikuntha. то тогда весь храм превратился в Вайкунтху. And I was looking at her, I was crying, all the other devotees were crying. И плакал как я, так и все другие преданные. There is such an intense spiritual atmosphere just by Srila Prabhupada's presence. Благодаря присутствию там Шрилы Прабхупады была замечательная, прекрасная атмосфера. And Srila Prabhupada looked at me. Шрила Прабхупада посмотрел на меня. And I could understand immediately that he not only saw the body and the mind, he also saw the soul. И тогда я понял, что он видел не только мое тело, не только мой ум, но также мою душу. And of course, this was on Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada's disappearance day. И это как раз было на день ухода Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати. And Prabhupada gave a lecture on Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. И Шрила Прабхупада дал лекцию о Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Прабхупаде. In this way, such intense transcendental remembrances generated from Srila Prabhupada's presence. И с тех пор у меня сохранилось это очень сильное трансцендентное воспоминание о присутствии Шрилы Прабхупады. But if we listen to Srila Prabhupada's lectures, it is not that he tried to say something very unique. И когда мы слушали лекцию Шрилы Прабхупады, он не пытался сказать что-то особо уникальное. Although he had such intense transcendental potency. Хотя он обладал такой огромной трансцендентной потенцией, могуществом. But practically his preaching, his way of dealing with people, everything about him was very simple. Но то, как он проповедовал, как он вел себя с другими людьми, все, что касалось его, все было очень непростым. One time for a week I sat with Srila Prabhupada every day and listened to him preach to different people. И в tечение недели, каждый день мне посчастливилось слушать, как Шрила Прабхупада проповедовал разным людям. And practically everything I heard him say was exactly what he said in his books. И практически все то, что я слышал от него, когда он говорил, это было то же самое, что он написал в своих книгах. But he was intensely trying to help people. Он очень сильно пытался помочь людям. Simply because I could see that he had great affection for everyone. Я мог видеть, что он обладал большой любовью ко всем. It wasn't born of, it was born of realization. Это, конечно, происходило из его понимания, из его сознания. But he knew exactly how to relate to everyone according to the time and the place and the circumstance to try to encourage them to become Krishna conscious. Однако он знал, как обращаться с каждым из приходивших к нему людей в соответствии с временем, местом и обстоятельствами, чтобы поощрить их в сознании Кришны. So sometimes it appears that Prabhupada's instructions are contradictory. Иногда выглядит так, что наставления Шрилы Прабхупады противоречивы. Sometimes it may be confusing why Prabhupada said this. Иногда становится непонятным, почему Шрила Прабхупада сказал так, Why Prabhupada did that. почему он сделал так. But as far as I can see, whatever Prabhupada did was simply to encourage someone at some time to try to help them become Krishna conscious. Но как я могу понять, могу сказать, что все, что не делал Шрила Прабхупада, он пытался лишь вдохновить какую-то конкретную личность, стать более сознающей Кришну. And as Srila Prabhupada wrote to me one time, Однажды Прабхупада написал мне, he said that the boys and girls in your country он сказал, что юноши и девушки твоей страны are generally good souls. являются Good souls. они являются замечательными душами. That's why they take birth in such a nice country. Ибо они родились в такой замечательной стране. That I heard in New York, in just 3 weeks, they distributed 2,000 back to Godheads. Ибо я слышал, что в Нью-Йорке всего лишь за 3 недели они распространили 2000 журналов Back to Godhead. And I heard that in Buffalo, they're also distributing back to Godhead very nicely. И также я слышал, что в Баффало они
распространяют эти журналы в большом количестве. So please continue in this way, and your success in life is assured. Пожалуйста, продолжайте действовать подобным образом и будьте уверены, что вы достигнете успеха в своей жизни. As Lord Krishna sees that you're working seriously to bring his other children back to the spiritual kingdom. Ибо Господь Кришна, Он видит, как вы трудитесь так искренне изо всех сил, чтобы привести других Его детей назад к Нему. Then he'll bestow all his blessings upon you. Видя это, Он дарует все свои благословения вам. That Krishna, he's never ungrateful for our efforts to serve him. Кришна, Он никогда не проявляет неблагодарности к своим верным слугам. Rest assured. Будьте в этом убеждены. So Srila Prabhupada was working 24 hours a day to help everyone, anyone he could, to become Krishna conscious. И Шрила Прабхупада очень тяжело трудился 24 часа в сутки для того, чтобы помочь каждому, с кем он встречался, стать сознающим Кришну. Knowing the history of Vaishnavism has worked more seriously than Srila Prabhupada to help bring Lord Krishna's other children back to the spiritual kingdom. Шрила Прабхупада прилагал огромные усилия, можно сказать, что он уникален в истории вайшнавизма, чтобы привести других детей Кришны назад домой к Богу. Similarly, Srila Prabhupada is still working to bring Lord Krishna's other children back to the spiritual kingdom. И Шрила Прабхупада до сих пор действует для того, чтобы привести детей Господа Кришны назад домой в духовное царство. He's working through his movement. Он действует через свое движение. He's working through his books. Он действует через свои книги, Through his deity, через свое божество and through his devotees. и также посредством своих преданных. Every one of us who are following Srila Prabhupada's instructions are actually instruments of Srila Prabhupada to spread Krishna consciousness. И все мы, которые следуем наставлениям Шрилы Прабхупады, действуем как его инструменты в распространении сознания Кришны. As Srila Prabhupada once expressed, that the spiritual master, he never considers himself a spiritual master. Однажды Шрила Прабхупада сказал, что духовный учитель никогда не считает себя духовным учителем. He only considers himself to be a servant of his spiritual master. Он всегда считает себя лишь слугой своего духовного учителя. And when he's giving instructions, he thinks that actually it's my spiritual master in Krishna who are instructing me. И когда он дает наставление, он думает, это просто мой духовный учитель Кришна наставляет меня. They're instructing me to give this particular person instructions in Krishna consciousness. Они наставляют меня подобным образом, чтобы я дал какие-то наставления этой личности в сознании Кришны. And when the spiritual master, he sees a devotee following the instructions И когда духовный учитель видит других преданных, следующих этим наставлениям, that are coming through him from his spiritual master in Krishna, которые пришли к ним от него, через него, от его духовного учителя и Кришны, then he thinks that this devotee, I'm learning from them how to become a better servant of my spiritual master. он думает, что, глядя на пример этих преданных, я могу лишь только поучиться, как лучше следовать наставлениям моего духовного учителя и Кришны. That through them I'm learning how to become a sincere servant of Krishna. И он думает, что благодаря им я могу научиться тому, как стать искренним слугой Кришны. Therefore, the spiritual master thinks himself to actually be a servant of his followers. И таким образом духовный учитель, он в действительности считает себя слугой своих последователей. So Srila Prabhupada had that realization 100%. И у Шрилы Прабхупады было такое понимание на 100%. And the more we try to develop the same consciousness, the same understanding, then the more we'll be able to act as instruments of Srila Prabhupada and Krishna. И чем больше мы сможем действовать с таким пониманием, с таким осознанием, тем больше мы сможем действовать как настоящие инструменты в руках Кришны. And that same ability is coming by following the instructions of the servants of Srila Prabhupada. И ту же самую способность мы сможем обрести, если мы будем следовать наставлениям слух Шрилы Прабхупады. So it is not that Srila Prabhupada disappeared, and we're talking about someone who disappeared. It is not that Srila Prabhupada has disappeared,
And we're talking about someone who's disappeared. И это не так, что Шрила Прабхупада уже ушел, и мы говорим о ком-то ушедшем. We're talking about someone who's right here in his deity form. Мы говорим о нем как о том, кто присутствует прямо здесь в форме своего божества. Who's present in his book form. Он присутствует здесь в форме своих книг. He's present as his representatives. Он присутствует здесь в форме своих представителей. The current preachers of the ISKCON movement, his disciples and sincere followers who are preaching Krishna consciousness. В форме своих учеников и других искренних последователей, которые проповедуют сознание Кришны. And he's present as yourselves. И он также присутствует здесь, как вы. Active instrument to spread the Krishna consciousness movement. Которые действуют как его инструменты по распространению сознания Кришны. Therefore, we should have to be very careful in dealing with Prabhupada, with the deities. Поэтому мы должны быть очень осторожны, когда мы обращаемся к Шриле Прабхупаде в форме его божества. Very enthusiastic and loving in serving the deity of Srila Prabhupada. Мы должны быть исполнены энтузиазма, с любовью служить божеству Шрилы Very Прабхупады. enthusiastic to hear and study his books. Мы также должны быть исполнены энтузиазмом, чтобы слушать и изучать его книги. Very enthusiastic to serve the spiritual masters and preachers within our society. Быть энтузиастичными, чтобы служить духовным учителям и другим проповедникам в нашем обществе. And very enthusiastic to serve the devotees И также within the society. быть энтузиастичными, чтобы служить другим преданным в нашем обществе. We're also Srila Prabhupada's expansions. Которые также являются распространением экспансии Шрилы Прабхупады. And through them, the Krishna consciousness movement is being spread. И посредством них это движение сознания Кришны распространяется. So I'd like to thank you all for your kindly surrendering to Srila Prabhupada and his mission. Я хотел поблагодарить всех вас за то, что вы пришли в миссию Шрилы Прабхупады. And through your devotional service and enthusiasm for Krishna consciousness, также за ваше преданное служение и ваш энтузиазм в сознании Кришны. showing me how to become a servant of Srila Prabhupada in his service. Вы показываете мне, как надо быть слугами Шрилы Прабхупады. Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. I was just thinking that how important it is and that it can never be overemphasized, the important position of Srila Prabhupada as the founder acharya of this movement. Я только что думал над тем, что насколько это важно, и никогда нельзя уж переусердствовать в том, чтобы подчеркнуть еще раз то важное положение, которое занимает Шрила Прабхупада как ачарья-основатель этого общества сознания Кришны. As long as we keep Srila Prabhupada in the center of this movement and all our activities, ISKCON will without any doubt survive. Если до тех пор, пока мы будем хранить Шрилу Прабхупаду в центре нашего общества и всей нашей деятельности, то до тех пор наше общество ISKCON будет жить и процветать. Srila Prabhupada is the very foundation of everyone's Krishna consciousness. Шрила Прабхупада является самой основой сознания Кришны каждого. That's the meaning of a founder acharya. И таково значение слова ачарья-основатель. I just yesterday I talked with one devotee. Вчера я говорил с одним преданным, and we remembered one incident we read about Srila Prabhupada's first initiation. и мы с ним вспомнили о одном случае, который произошел, когда Шрила Прабхупада давал свою первую инициацию. I would like to share this with you. Of course, some of you heard this already. Я хотел бы поделиться этими воспоминаниями с вами, хотя, конечно, многие из вас уже слышали, может быть, этот It was случай. told by Umapati Swami. Этот случай рассказал Умапати с вами. Such a sweet story. Это очень замечательная история. It really illustrates how merciful Srila Prabhupada was. И она показывает, насколько милостив был Шрила Прабхупада. That at the very first initiation, the devotees didn't even know what initiation was. И во время первой инициации преданные до конца и не понимали, что означает инициация. So one day before they heard about it, they're going to be initiated, and they asked Srila Prabhupada,
И за день до того, как они узнали, что они получат инициацию, они спросили Шрилу Прабхупаду, what initiation means. что же означает инициация. And Prabhupada told them that I will tell you tomorrow, time of initiation. И Шрила Прабхупада сказал им, завтра я вам расскажу во время самой инициации. So then there was this one Mataji, Bhakti Nancy. She received her spiritual name. И вот была одна Матаджи, ее звали Нэнси, до того, как она получила свое духовное имя. So then Srila Prabhupada wanted to confirm that she probably heard and remembers her spiritual name. So he asked her, so what is your name? И когда Шрила Прабхупада дал ей духовное имя, он хотел утвердиться, убедиться в том, что она правильно его услышала, и он спросил ее, ну и так, как твое духовное имя? And she replied, Nancy. И она ему ответила, Нэнси. Prabhupada, he said, no, your spiritual name, I forgot now, Nandaraj or something. Then Prabhupada, he repeated her, no, that's your spiritual name. Но Шрила Прабхупада сказал, нет, у тебя сейчас духовное имя. Он повторил ей духовное имя. She protested, no, my name is Nancy. Она начала возражать, нет, вы что, меня зовут Нэнси. Then Srila Prabhupada requested all the initiates to bow down, to make obeisances. И затем Шрила Прабхупада просил всех тех, кто проходили обряд инициации, поклониться ему. So Srila Prabhupada, he pronounced bow down something like go. И Шрила Прабхупада сказал, поклонитесь, это игра слов в английском, как bow. So they understood blow. И им показалось, что им нужно дуть. And then they got down to the floor and started blowing at the fire in order to blow out the fire. И тогда они все склонились к полу, к костру и начали дуть на огонь. Шрила Прабхупада сказал, нет. Then he placed bananas in their hands to be offered into the fire. Затем он вложил им в руки бананы, чтобы они предложили их огню. So they started peeling the banana. Они вместо этого начали их очищать и есть. So that's one of the specific features of a founder acharya. И такова одна из характерных черт ачарья-основателя. His incredible unlimited mercy to somehow give Krishna consciousness to the conditioned souls. Благодаря своей безграничной милости, так или иначе дать сознание Кришны обусловленным душам. Related to Prahladananda Maharaj's story about how the temple turned into Vaikuntha, the Panchatattva deities were glowing. И касательно той истории, которую только что рассказал Прахладана Махарадж, как храм превратился в Вайкунху и Панчататтва начала буквально сиять. I had a similar experience. У меня есть подобный же опыт. When I met Srila Prabhupada for the first time in 1973 in Paris, когда я впервые встретил Шрилу Прабхупаду в 1973 году в Париже, I was sitting right in front of Srila Prabhupada's Vyasasana. Я сидел прямо напротив Висасаны Шрилы Прабхупады. The temple room was packed with people and guests and everybody. И храмовая комната была заполнена преданными гостями. It was a rather small temple room. Это была небольшая алтарная. And Srila Prabhupada started chanting Jai Radha Madhava. Шрила Прабхупада начал петь Джай Рада Мадхава. And I and others had the same experience, that we really felt that Srila Prabhupada was not alone, Krishna was present. И не один я, многие другие преданные также в те мгновения чувствовали, что когда Шрила Прабхупада пел эту молитву, то он был не один, там присутствовал также Кришна. While Srila Prabhupada was chanting Jai Radha Madhava, his entire body started shaking. И когда Шрила Прабхупада пел Джай Рада Мадхава, все тело начало сотрясаться. And at one point I spontaneously felt of getting up and dancing. И в какой-то момент во мне естественным образом проявилось желание подняться и начать танцевать. Above Srila Prabhupada there was a painting of Radha Krishna. И над Шрилой Прабхупадой была картина Радхи и Кришны. I looked at that painting and I experienced that it became alive. И я смотрел на эту картину, и я ощутил, как будто эта картина ожила. I mean, I followed the rules and regulations for some years. Я имею в виду, что я исследовал всем правилам и ограничениям в течение каких-то лет. This was not the problem. С этим не было проблем. It really became alive. Just my eyes were big like this. И мои глаза расширились до таких размеров, и эта картина действительно ожила. So then I felt a little bit
uncomfortable. Я как-то неловко себя почувствовал. What is happening with me? Я понял, что это со мной происходит. So I started looking back at the other devotees and guests. Я начал оглядываться на других преданных и гостей. And they did exactly the same thing. И они делали то же самое. There were groups of devotees in front of paintings, hanging at the wall, staring at the painting with big eyes and dancing like this. Большая группа преданных, которые стояли перед этой картиной, они смотрели на эту картину с полностью раскрывшимися глазами и танцевали с поднятыми руками. So then I felt a little bit better. И я почувствовал себя немного спокойнее. I was not alone. Я был не один. So that, I mean, it was the first time and one time really very, very intensive experience I had. И вот это было первый раз и, пожалуй, один из немногих случаев, когда у меня был такой очень сильный опыт, сильное переживание. That incredible intensive spiritual atmosphere. Вот это сильное переживание, очень интенсивной духовной атмосферы. As if Lord Krishna was truly present. Там было в действительности так, как будто сам Господь Кришна присутствовал. Then just another short thing. This year I traveled in India along the Ganges. Еще одна короткая история. В этом году я путешествовал в Индии вдоль реки Ганги, Visiting all the different holy places along the Ganges. посещая различные святые места на берегах Ганги. All the way up to Gomukh, or the very source of the Ganges. Вплоть до тех мест, откуда исходит река Ганга. And I have seen many sadhus. Я видел многих саду, Even yogis, real yogis. даже настоящих йогов, Many temples, many places of worship. многие храмы, многие места поклонения. I have seen gorgeous Ganga pujas. Я видел роскошные поклонения Ганге. But nothing compared, not even close to what Srila Prabhupada has given us. Но ничто не может сравниться даже до малейшей степени с тем, что дал нам Шрила Прабхупада. We are so fortunate. Нам так повезло. Then lastly, I would like to refer to one publication. В последнем году я хотел бы сослаться на одно издание. I thought it was quite interesting. Я подумал, что это достаточно интересно. It's the title is Prabhupada Meditations. Она называется «Медитации Прабхупады». It's a very interesting idea. Это очень интересная идея. It is the entire every day, of the year, like a calendar. Это своего рода календарь на каждый год, на каждый день в году. And every day, Srila Prabhupada, of course, he wrote so many letters, and every day illustrates Srila Prabhupada's transcendental humor. И эта цитата иллюстрирует трансцендентный юмор Шрилы Прабхупады. And it is a message to us that despite getting material facilities, we should always be very, very enthusiastic, and we should qualify ourselves to render accordingly wonderful service to Sri Krishna. И это письмо учит нас тому, несмотря на то, что у нас есть замечательные материальные возможности, все равно мы должны развивать свою квалификацию и служить Кришне в соответствии. It is a phrase, a proverb, so it might be a little difficult to translate. Это поговорка. But I think you can try. Big monkey, big belly. Big monkey, big belly. Большая обезьяна с большим животом. Then Ceylon, you pronounce Ceylon jumping melancholy. Грустно прыгает меланхолия. So Hanuman he jumped to Ceylon, to Lanka. Хануман он прыгнул на Шри-Ланку. Srila Prabhupada refers to another type of monkey. Шрила Прабхупада имеет в виду здесь другую обезьяну, He also has a very big belly. у которой тоже большой живот. But if you request him now, you jump to Lanka, then melancholy. He's just sorry, he cannot do it. То есть, и если такую большую обезьяну попросить, давай-ка прыгни на Ланку, то меланхолия, я не могу этого сделать, извини. Srila Prabhupada explains with big belly, the monkey comes forward. И Шрила Прабхупада объяснял, что если
у какой-то обезьяны есть большой живот, она выходит вперед. And if you ask him, jump over like Hanumanji, finished, belly finished. И если вы попросите эту обезьяну прыгнуть как Хануман, то все, с ее животом будет покончено. I cannot do it. Я не могу этого Now сделать. why you have such big belly? Зачем же тебе большой живот такой? So this is not good. Это нехорошо. In other words, we should always, we might get many facilities, material facilities. Другими словами, мы не должны требовать каких-то очень больших возможностей для себя, удобств. Or we might even have big bellies also. Ну, конечно, у нас может быть большой живот также. But then we should always make sure that we also jumping to Lanka, to Ceylon, that we do wonderful, great service for Krishna. Но мы должны быть уверены в том, что мы сможем прыгнуть тогда на Шри-Ланку. Другими словами, мы сможем совершать большое служение, замечательное служение. Shri Bhagavad Ki Jai. Om Vishnu Padaya, Krishna Style Vigilation, Mati Bhakti Vedanta Swami Tirali. Namaste Saraswati Devi, Gaudavani Prachayani, Nirvisheshi Shunyavadi Pashtatari Shataya. By Srila Prabhupada about his first vision of America. Есть замечательное стихотворение, написано Шрила Прабхупадой, о том, как он впервые увидел Америку. We get the opportunity to see deep into the heart of a dear devotee of Krishna. И у нас есть возможность заглянуть глубже в сердце дорогого для Кришны преданного. Prabhupada is saying, my dear Lord, why have you brought me here? I don't know. И Шрила Прабхупада говорит: мой дорогой Господь, зачем ты привел меня сюда? Я не знаю. In that statement, he's revealing his intimate dependency on the Supreme Lord. И в этом утверждении он проявляет свою внутреннюю зависимость от Господа. What is one problem we have in understanding this dependency? И у нас в понимании этой зависимости есть одна проблема. Our contamination is that we think happiness is to be completely independent. Наше загрязнение проявляется в том, что счастье должно быть независимым. We think if I can be completely on my own, have all the resources I need, then I'll be happy. Мы думаем, что если я буду независим, я буду один, сам по себе, и у меня будут все ресурсы, только тогда я буду полностью счастлив. If I can pick things and people up when I want them and put them down when I don't want them, then I'll be happy. Если я смогу кого-то, кто мне нравится, поднимать, возвышать и принижать других, кто мне не нравится, то тогда я буду очень счастлив. That is the psychology of the conditioned soul. Такова психология обусловленной души. Actually, the reality is, real happiness is to depend on Krishna. Однако суть в том, что истинное счастье заключается в зависимости от Кришны. And Bhakti Yoga revives in us the feeling of always depending on Krishna. И бхакти-йога возрождает в нас это чувство полной зависимости от Кришны. You notice Prabhupada didn't say, Krishna, I don't know why you brought me here, therefore I don't want to go any further. I don't want to be at this place. Как вы заметили, Шрила Прабхупада не говорит, что мой дорогой Господь Кришна, я не знаю, зачем ты меня сюда привел, поэтому я не хочу действовать дальше, я не хочу не иметь ничего общего с этим местом. He's saying, I don't know why you brought me here, but here I am, ready to serve you. Он сказал, что я не знаю, зачем ты привел меня сюда, но я уже здесь, я готов служить тебе. Once Srila Prabhupada described how he and Krishna had an argument. Однажды Шрила Прабхупада описывал, как у него с Кришной были небольшие разногласия. He said that his plan was to be a successful businessman, accumulate a lot of money, and then carry out the order of his Guru Maharaj in that way. Он говорил, что в соответствии с планом Шрила Прабхупады
что в соответствии с его собственным планом он должен был стать процветающим бизнесменом, накопить большое количество денег и затем уже исполнить наставления своего духовного учителя. He explained that from the moment he first met Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he took the mission of Srila Bhaktisiddhanta deep into his heart and never doubted that mission. Он объяснял, что с того момента, когда он первый раз встретил Шрила Бхактисиддханту Сарасвати Такура, с того момента он перенял его миссию и поместил ее глубоко в свое сердце. He did not take formal initiation until 13 or so years later. Он получил формальную инициацию лишь намного позже, 13 лет или вроде того. But he accepted the words of his guru deep into his heart. Однако он принял слова своего гуру глубоко в свое сердце. And he was always thinking, how am I going to carry out the order of my spiritual master? И он всегда думал, как же я могу исполнить наставления своего духовного учителя. Prabhupada explained, he thought, I shall become very rich as a grihasta, and then I'll have so much money, it'll be easy to spread Krishna consciousness all over the world. И Шрила Прабхупада думал, я разбогатею, стану очень богат, как грехаска, и тогда для меня будет очень просто распространить сознание Кришны по всему миру. But he said, Krishna had another idea. Но, как он сказал, у Кришны была другая идея. Krishna wanted him to do it from a poverty-stricken position. Он сказал, что Кришна хотел, чтобы он делал это, будучи нищим. So Prabhupada said that he and Krishna had an argument about it. И Прабхупада говорил, что вот в отношении этого вопроса у него и у Кришны были разногласия. And we see the result of that argument, that Prabhupada landed in New York with, 26 rupees, or how many local currency? $7. How many of all right, 35 of your local currency. How many of you would go to New York with that much money? Итак, в результате... Rajan says you would. Итак, в результате этого Шрила Прабхупада, он высадился на берег, на земле Америки всего лишь с 26 рупий, что составляет приблизительно $7. В то время составляло $7, или на местной валюте где-то 35 гривен. Кто бы из вас рискнул высадиться в Нью-Йорке с 35 гривнами? Раджа Махарадж сказал, что некоторые могли бы. But just think, no relatives. You don't have any relatives there. Но еще одно условие, что никаких родственников там нет. No friends. Никаких друзей. No Ukrainian club. Никаких украинских клубов. You don't know anyone. Никого нет. I don't think they would. Я думаю, вы бы не поехали. Then Srila Prabhupada comments about the degradation of the population. И далее Шрила Прабхупада говорит о той степени деградации, до которой было население. We think that, yes, it's Kali Yuga, but things aren't so bad. Мы думаем, да, конечно, сейчас Кали-юга, но все не так уж плохо. There's only some sense gratification to be had somewhere. Все равно где-то должно быть какое-то чувственное наслаждение. But Srila Prabhupada shows his vision. How will these people ever understand Lord Krishna's message? Однако Шрила Прабхупада показал свое видение. Как вообще эти люди когда-либо смогут воспринять послание Кришны? They are so much covered by passion and ignorance. How can they understand the highest nectarian science of God? Они настолько покрыты страстью и невежеством, как они вообще смогут понять эту наивысшую нектарную науку, это послание Бога? He uses one Bengali word, Ugrastan. What a horrible place, Ugrastan. И он использует бенгальское слово «уграстан», жуткое место. Just like, you know, there's Pakistan, there's Hindustan, this is Ugrastan. Как вот вы знаете, есть Пакистан, есть Хиндустан, а это Уграстан. Kazakhstan.
Uzbekistan. But we're hearing about Ugristan. Но вот он сказал Угростан. And what is Ugristan? И что это значит Угростан? He's talking about the USA. Он говорил об Америке. Someone once asked me what was the most difficult thing for me to deal with in trying to become Krishna conscious. Кто-то спросил меня, что была самая сложная вещь для вас, когда вы пытались стать сознающим Кришну? Actually, I had asked that question first. В действительности, я должен был задать этот вопрос первым. And devotees were telling me different things. Я спросил этот вопрос первым, и вначале преданные отвечали мне, рассказывали. Getting up early in the morning. Для кого-то это было ранний подъем. Or accepting certain things that Prabhupada says in his purport. Или принятие какие-то вещи, которые Шрила Прабхупада говорил в своих комментариях. Or following the regular principles. Или следовать регулирующим принципам. So then they asked me, what about you? Now you say, what was the most difficult thing for you? И затем они сказали, ну теперь вы скажите, что было самое сложным для вас. I said, wait a minute, you're not supposed to ask me those things. А я им сказал, подождите, вы не должны меня об этом спрашивать. I asked the questions. Я задал вопрос, And you answer. а вы отвечаете. But I answered. Ну, я ответил. The most difficult thing for me in becoming Krishna conscious И самым сложным для меня было в том, когда я принимал сознание Кришны, was listening to Prabhupada criticize New York. слушать то, как Шрила Прабхупада критиковал Нью-Йорк. I couldn't believe it. Я не мог этому поверить. I loved everything about the philosophy. Мне нравилась очень сильно философия. I loved the prasad, Мне нравился просад, the kirtans. киртаны. Loved to hear Prabhupada speak. Я очень любил слушать лекции Прабхупады. I couldn't understand how could he criticize New York. Я никак не мог понять, как он может критиковать Нью-Йорк. Beautiful city in the world. Самый прекрасный город в мире. City that never sleeps. Город, который никогда не спит. Because there's so much passion. Потому что там столько страсти. Now, I rarely visit New York, and if I do, I think, how did I ever grow up in such a place? И сейчас, когда я приезжаю в Нью-Йорк, если я туда приезжаю, думаю, боже, как я очутился в этом месте. So Prabhupada is using the term Ugristan. What a horrible place. И Шрила Прабхупада использует это слово Угростан, такое жуткое место. At the same time, he's revealing that he has complete faith in the holy name of Krishna. И в то же самое время он показывает, что у него есть полная вера в святое имя Кришны. I know it will work, he's basically saying. В общем, все то, что он говорит, это он говорит, что я знаю, что все получится. I know the miracle will happen. Он говорит, я знаю, что произойдет чудо. If simply the message of Krishna enters their ears, the miracle will happen. Лишь только послание Кришны войдет в их уши, произойдет чудо. Prabhupada is revealing the heart of a devotee completely depending on the Supreme Lord. Шрила Прабхупада показывает, каково сердце преданного, полностью зависящего от Господа. In this presentation of the heart of a pure Vaishnava, we get our enthusiasm for serving Krishna. И видя вот эту презентацию сердца чистого преданного, мы можем отсюда почерпнуть свой энтузиазм в служении Кришне. You can feel Prabhupada reaching out to everyone's heart. Мы можем чувствовать, как Шрила Прабхупада достигает сердца каждого. Basically, he's saying, I know all these people are out of it in Ugristan. Он говорит, что я знаю, что все эти люди, они непригодны, живя в этом Угростане. But Krishna's message will do the impossible. Но послание Кришны сделает невозможное возможным. Some devotees were telling me about Prabhupada's personal outreach work in the early Second Avenue days. Некоторые преданные рассказывали мне, как Шрила Прабхупада проповедовал в дни Второй авеню. Mukunda Maharaj was telling me about Prabhupada's first programs in artist lofts.
Шрила Прабхупада говорил, Мукунда Махарадж говорил мне о первых программах Шрилы Прабхупады. Prabhupada would speak about India to attract the people's mind, and then he would start to give the import of the Shastra. Вначале Шрила Прабхупада говорил об Индии, чтобы привлечь умы людей, и затем начинал говорить уже о важности шастр, о их послании. And a little kirtan. Затем небольшой киртан. Afterwards, Prabhupada would circulate amongst all the guests, making small talk. How are you doing? How's your job? How is life? Затем Шрила Прабхупада обходил по кругу всех гостей, спрашивал, как ваши дела, как работа. And serving each one a little prasad. Раздавал каждому немного прасада. In this way, Prabhupada was showing how to be the perfect host for the guests. И таким образом Шрила Прабхупада показывал, какой должен быть идеальный хозяин, встречая гостей. He's showing how to reach out to everyone and make everyone feel comfortable. Он показывал, как нужно обращаться с каждым и помочь ему почувствовать себя комфортно, удобно. And Mother Lakshmi Moni told me what happened when it was time for Bhagavatam class on 2nd Avenue. И матушка Лакшми Мани, она рассказывала мне, как проходила лекция по Бхагаватам на 2-й авеню. She said Prabhupada would have to go to all the coffee shops up and down 2nd Avenue, personally dragging out the devotees to bring them to Bhagavatam class. Она говорила, что Шриле Прабхупаде приходилось лично ходить по ближайшим кафетериям и вытаскивать оттуда преданных, чтобы привести их на лекцию по Бхагаватам. This is how the Hare Krishna movement started. Вот так и начиналось движение сознания Кришны. Someone cared so much that they went through all the ordeals that Srila Prabhupada went through. Кто-то, конечно, кого-то не очень беспокоит все эти сложности и трудности, с которыми пришлось столкнуться Шриле Прабхупаде. Prabhupada could have easily said, these people are too degraded, it's not possible. Конечно, Шрила Прабхупада с легкостью мог сказать, эти люди уж сильно деградировали, это невозможно. I remember at the first disappearance celebration of Srila Prabhupada. Я помню в первую годовщину ухода Шрилы Прабхупады. One of his godbrothers was speaking. Говорил один из его духовных братьев. And this godbrother, unfortunately, was not known for his appreciation of Srila Prabhupada. Unfortunately, this godbrother was not appreciative of Srila Prabhupada. К несчастью, этот духовный брат, он не сильно оценил Шрилу Прабхупаду, то, что он сделал. Because he was godbrother, he was invited to come to the first disappearance celebration. Но потому что он был духовным братом Шрилы Прабхупады, его пригласили на первую годовщину ухода. And he began to explain that Bhaktivedanta Swami has done a wonderful thing, but I myself did not have the taste to associate with such low-class people. И он начал говорить, Бхактивиданта с вами, он проделал замечательный труд, но я сам лично никак не склонен иметь ничего общего с такими деградированными людьми. We should never forget the depths of Srila Prabhupada's compassion and personal commitment to reach out to others. И мы никогда не должны забывать всю ту глубину сострадания, которое обладал Шрила Прабхупада, и все то, на что он пошел, чтобы достучаться до нас с вами. That personal outreach is based on his complete conviction that if the sound of Krishna goes into the ear, the heart will change. Он был очень глубоко убежден в том, что если звуки Харе Кришна проникнут в уши этих людей, то они смогут прийти к сознанию Кришны. It is upon this spirit of personal outreach that the Hare Krishna movement goes on. И вот благодаря этой убежденности, это сознание Кришны, это движение сознания Кришны продолжается. And you can see that in Prabhupada's disciples that surround me here on this stage. И вы это можете видеть в учениках Шрилы Прабхупады, которые предаются ему, предавались. Они посвятили всю свою жизнь тому, чтобы обратиться к другим людям, призвать их к сознанию Кришны. Год за годом, десятилетие за десятилетием. The more we can enter into the heart's compassion of Srila Prabhupada, the more we can understand
how Krishna reaches through that compassion and causes miracles to happen. И чем больше мы будем размышлять над тем состраданием, которое было Шрилы Прабхупады, тем больше мы сможем понять, как это сострадание побудило Кришну помочь ему обратиться к этим условленным душам. Харе Кришна. Namaste Saraswati Devi Gauravani Vichamani Namaste So, switch coasts, Так, east coast to the west coast. переключатель переключается с восточной части на западную побережье. Most everyone here is from the east coast. Большинство сидящих там, они с восточного побережья. I have the good fortune to come from the same town in the west coast. И вот в этой части мне повезло быть в той части, где больше с западного побережья. And I remember when I joined, there was always a very different mood between the east coast and the west coast. Я помню, в те времена, когда я пришел в сознание Кришны, были разные настроения у восточного и западного побережья. I think maybe it's something like Kiev and Odessa. Я подумал, может быть, как между Киевом и Одессой. There's much more sense gratification in Odessa than В том, что, допустим, в Одессе больше возможностей для чувственных наслаждений, чем в Киеве. California was much more liberal, much more sense gratification. В Калифорнии было больше свободы, больше возможностей для чувственных наслаждений. When I joined, there was no Mangalarti, no class, no program, nothing. Когда я пришел в сознание Кришны, не было мангаларати, не было лекций, никаких программ. It was just Harinam all day long in the street. Весь день мы проводили на улицах, проводя харинамы. Anyway, I wanted to speak about temple in Los Angeles, one experience I had with Srila Prabhupada. Я хотел рассказать об одном опыте своем, который у меня был сильно Шрилы Прабхупаде в Лос-Анджелесе. Srila Prabhupada just maybe 1 year before they had moved into the first world headquarters of ISKCON. И это было за год до того, как Шрила Прабхупада переехал в первую штаб-квартиру ИСКОН. In Los Angeles, 1970. Это было в 1970 году в Лос-Анджелесе. After 26 Second Avenue, this was only 4 years later, and this was a very large, still there today, a very large temple, first large temple. Это произошло 4 года спустя, 2-й авеню, и до сих пор там находится этот большой храм. Prabhupada had and still has a very beautiful quarters. There's 3 or 4 rooms there. И как в то время, так и сейчас, Шрила Прабхупада, там были 3 замечательные комнаты. And Prabhupada decided to develop this center as the ideal training center for all the rest of the movement. И Шрила Прабхупада задумал и захотел, чтобы сделать этот центр как идеальный центр по обучению и подготовке всего мира. The movement had moved into a new phase from 66, 67. С тех времен, с 1967-66 годов, общество уже переходило в новую фазу. You no longer could approach Srila Prabhupada so directly. Уже не так легко было обратиться напрямую к Шриле Прабхупаде. There was regular Bhagavatam class, large vyasasana. В то время уже была большая вьясасана, регулярные лекции по Бхагаватам. Very opulent temple. Был очень роскошный храм. Prabhupada called it New Dwarka. И Прабхупада его назвал Нью-Дварака за его богатство. So at that time, but at the same time, Srila Prabhupada was always training devotees in every aspect of Krishna consciousness. И в то же самое время Шрила Прабхупада обучал преданных различным аспектам сознания Кришны. In this particular case, one day, Srila Prabhupada decided he wanted to teach the devotees a new preparation in the kitchen. И в этот день Шрила Прабхупада решил научить преданных новому блюду на кухне. And I was thinking this afternoon, what will I speak about? And it just kept coming back in my mind, having
seen him cook that preparation. И когда я думал, то, о чем мне говорите, это воспоминание о том, как он готовил это блюдо, снова и снова приходило мне на ум. I saw him on many other occasions and there are many other things about preaching and book distribution. Я видел его в многих других случаях, когда он проповедовал, распространял книги. But it kept coming back in my mind, this particular instance. Но вот этот особенный случай, он вновь и вновь приходит мне на ум. So in this temple they had a very big kitchen, opulent, all stainless steel, full facilities. It's still there today. It's one of the best, most organized, huge kitchens. И эта кухня, которая была в этом храме, была очень небольшой, она была оборудована наилучшим образом. Там все было из нержавейки, сделано все замечательно, и до сих пор это одна из самых лучших кухонь в мире. Но он не пошел туда готовить. There's a little, up at the top of the stairs going up to Prabhupada's quarters on the right-hand side, there's a little tiny room, about as big as this square, this stage, maybe smaller. Когда вы поднимались комнатам, если вы поднимались комнатам Шрилы Прабхупады, то справа была одна маленькая комната, вот, таких вот небольших размеров. And you had the devotees bring a little two-burner gas stove about this big. Он попросил преданных, чтобы они принесли туда двухкомфорочную газовую плиту. The way you usually cook in India. То, как обычно готовят в Индии. Even though he had such opulent facilities just downstairs. Хотя при этом у него были такие замечательные возможности на кухне, которая была внизу. He was spiritual master of what already was a burgeoning, expanding movement. Movement was all over America. Он был духовным учителем, стремительно расширяющееся, распространяющееся движение по всей Америке. But he sat down in front of this little two. He had so many cooks. У него было множество поваров. He sat down in front of these two burners. Но он сел перед этой двухкомфорочной газовой плитой. Do you want me to tell the recipe? Хотите, чтобы я рассказал рецепт этого блюда или коротко об этом рассказать? It's a very nice recipe, very opulent. Очень хороший рецепт, такой очень роскошный. I've never seen anyone cook it. Я никогда не видел, что кто-то готовил его. It's called shukta. Называется шукта. It's a mixture of many different vegetables. Это означает смесь многих различных овощей. And I had never seen Prabhupada cook before. He was so expert, so quick. Я никогда раньше не видел, как что Прабхупада готовил. Он был очень искусен в этом. Он делал все очень быстро. So we got together eggplant,